Добрый день, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным и в то же время несложным рецептом. Научу готовить творожную начинку для пирогов, пирожков, булочек и вареников. А также покажу рецепт очень вкусных воздушных булочек. Формировать я буду их как улитки. Но если вы хотите другую форму, у меня на канале есть видео 10 идей, как можно сформировать булочки. Ссылка в описании под видео. Приступим к рецепту. Первым делом приготовим тесто. Нам понадобится молоко, сахар, яйца, сливочное масло, растительное масло, дрожжи, соль, мука, ванилин и разрыхлитель. В теплое молоко добавляем 1 столовую ложку сахара от общей массы сахара, которая понадобится в рецепте. Перемешиваем, чтобы сахар растаял. Всыпаем 2-3 столовые ложки просеянной муки, тщательно перемешиваем. Вводим дрожжи. Накрываем пищевой пленкой и оставляем отдохнуть на 10 минут. Приготовим основную массу для теста. В миске взбиваем 3 яйца, у меня мелкие, можно 2, если у вас крупные, и 150 грамм сахара. Слишком пышная пена не нужна, главная задача растворить сахар. Добавляем 2 вида масла, мягкое сливочное и растительное. Перемешиваем. Проверяем опару. И добавляем в основную массу. Перемешиваем. Постепенно вводим муку, разрыхлитель и щепотка соли. Замешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. По данному рецепту нужно примерно 600-700 грамм муки. Слишком много не добавляйте, иначе забьете тесто. Отправляем в миску, накрываем пищевой пленкой и ставим в теплое место на час-полтора. Пока подходит тесто, приготовим начинку. Нам понадобится творог, сливочное масло, желток, крахмал. Я не добавляла, так как творог у меня сухой. Сахар, ваниль на кончике ножа, изюм. Изюм заливаем горячей водой на 10 минут. В миске смешиваем творог, сахар, мягкое сливочное масло, 1 желток, ваниль. И перемешиваем. Я хочу, чтобы начинка была пастообразной, поэтому перебиваю все блендером. Вот такая структура получилась в итоге. С изюма сливаем воду и добавляем к творогу. Перемешиваем. Начинка готова. Возвращаемся к тесту. Хорошенько разминаем его и делим на 12 равных частей. Каждый кусочек подкатываем в шар. Накрываем пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Берем по одному шарику и раскатываем прямоугольник. Тесто мягкое, но не липкое, поэтому припылять мукой рабочую поверхность нет необходимости. Выкладываем по 2 чайные ложки начинки. Равномерно распределяем ее и защипываем края. Постарайтесь выпустить воздух, когда защипываете, иначе булочка будет рваться при дальнейшем формировании. Раскатываем слегка растягивающими движениями на столе. Таким образом мы равняем шов. Закручиваем в форме улитки. Кончик обязательно прячем под низ, чтобы в процессе расстойки и выпечки булочка не раскручивалась.
Готовые булочки выкладываем на форму, засланную пергаментной бумагой. Накрываем полотенцем и оставляем на 20-25 минут. У меня остался маленький кусочек теста, из него я сделала маленькую маковую булочку и поместила на противень. В отдельной миске взбиваем одно яйцо и 15-20 мл молока. Смазываем булочки. Я посыпаю маком и белым кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 25-30 минут. Когда булочки подрумянятся, достаем их. Даем чуть-чуть остыть и подаем к столу. Выпечка получилась очень мягкой, воздушной, ароматной и вкусной. Булочки при выпекании увеличились в 2 раза, что, конечно, повлияло на наличие начинки, но они настолько вкусные, что сочетание начинки и теста прекрасно дополняет друг друга. Больше класть творога не рекомендую, так как булочки будут рваться при выпекании. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Делитесь видео в соцсетях и не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита!